Readings from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 4, The Atrocities of King Kamsa. Читаем Шримад Бхагаватам, песнь 10, глава 4, злодеяние царя Камсы. So I am going to cover yesterday's verse and today's verse together. Прочитаю вчерашний стих и сегодняшний стих вместе. But on the Number 4. 4, verse number 4, right? Okay. On the board is verse number 4. Написано 4 стих. Okay, let's chant the invocation prayers. Давайте читаем благоприятные молитвы. Nigamakалпатароргалитам фалам Sukhamukātamrita dravasamyutam Pibata Bhagavatam rasamalayam Mukhuraho rasika bhuvibhavakaha Narayanam namaskritya Naranchaiva narottamam Devim saraswatim vyasam Tato jayam mudiraye Nashtaprayeshu badreshu Nityam bhagavata sevaya Bhagavatyuttama shloke Bhaktir bhavati naishtiki Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Tammaha bhrataram devi Tammaha bhrataram devi Krupana karunam sati Krupana karunam sati Snuseyam tava kalyana Snuseyam tava kalyana Striyam mahantumarhasi Striyam mahantumarhasi Tammaha bhrataram devi Krupana karunam sati Snuseyam tava kalyana Striyam mahantumarhasi. Yeah, you do text 3 also. Okay, I'll just read text 3. Sattalpaturnam utthaya kaloyam iti vihlavaha sutigraham agatturnam prashkhalam muktamurjanaha. Текст 3. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Камса вскочил с постели, думая, вот оно, Кала, верховное время, которое родилось, чтобы убить меня. С растрепанными волосами, охваченный смятением, Камса немедля отправился туда, где родился ребенок. Комментарий. Важную роль в этом стихе играет слово «калаха». Ребенок родился, чтобы убить Камсу, но Камса думал, что теперь самое время убить этого ребенка и таким образом спастись от смерти. На самом деле Кала – это имя Верховного Господа, той его ипостаси, в которой он приходит для того, чтобы убивать. Когда Арджуна, обращаясь к вселенской форме Кришны, спросил «Кто ты?», Господь ответил, что он Кала, олицетворенная смерть, которая приходит, чтобы убивать. По закону природы, когда начинается нежелательный рост населения, является Кала, и Верховная Личность Бога разными способами устраивает так, что люди в огромных количествах гибнут из-за войн, эпидемий, голода и так далее. Когда наступают такие времена, даже атеистические и политические лидеры идут в церковь, мечеть или храм, чтобы просить у Бога или богов защиты и смиренно говорят «на все Божья воля». До этого они не обращали на Бога никакого внимания, не хотели знать Бога и Его волю. Но когда Кала проявляет себя, они говорят «на все Божья воля». Смерть – это не что иное, как проявление Верховного Калы, Верховной Личности Бога. Когда приходит смерть, атеист вынужден покориться Верховному Кале, Верховной Личности Бога, которая отбирает у него все, чем он обладал, нритюх сарвахарашчахам, и заставляет его получить другое тело, тата дехантара прапти.
Атеисты не знают об этом, а если и знают, то ничего не предпринимают, потому что хотят и дальше вести привычный для них образ жизни. Движение сознания Кришны пытается втолковать им, что хотя человек может сколько-то лет выступать в роли великого защитника или великого стража порядка, когда явится кала, смерть, ему по законам природы придется получить другое тело. Не ведая об этом, люди тратят время впустую, уподобляясь сторожевым псам и не пытаясь снискать милость Верховной Личности Бога. В Бхагавад-гите 9.3 ясно сказано «Апарапьямам нивартанте мритью самсара вартмани». Тот, кто не обладает сознанием Кришны, обречен и дальше скитаться в круговороте рождения и смерти, не зная, что с ним будет в следующей жизни. Текст 4. Деваки беспомощно и жалобно взмолилась Камсе. «Дорогой мой брат, пусть у тебя все будет хорошо. Не убивай эту девочку. Когда-нибудь она станет твоей снохой. Да и вообще убить женщину ниже твоего достоинства». Комментарий. Ранее Камса простил женщину, саму Деваки, рассудив, что нельзя убивать женщин, тем более беременных. Однако теперь, под влиянием Майи, он готов был убить женщину, причем не взрослую женщину, а беспомощного младенца. Деваки хотела уберечь своего брата от этого страшного греха. Поэтому она сказала ему: «Убить девочку – ужасное злодеяние. Не делай этого, и пусть у тебя все будет хорошо». Демоны ради своей выгоды способны совершить любой поступок, не заботясь о том, хороший он или плохой. Но Деваки, хотя и можно было ничего не бояться, поскольку родившийся у нее ребенок Кришна был в безопасности, она беспокоилась о том, чтобы спасти чужую дочь. Для нее это было естественно. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya-manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadadi Sapadantikam Vandeham Shri Gurun Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sakagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parajana Sagitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sakagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanasute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschayatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Siva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mahamshpradaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Japaka Samini Namine Namacharya Gaurgatadamdayana Garagramatarini Mukam Karoti Vachalam Pangam Langaya Tegiram Yatkrapatamaham Mande Sri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Mishwaram Katanchana Smrite Yasmin Dushkaram Sukaram Bhave Smrite Paritam Syat Sri Chaitanyam Namamitam. Hare Krishna. So, in these two verses, we see the nature of demoniac people and the nature of divine people. В этих двух стихах мы можем увидеть природу демонических личностей и также божественных личностей. Because in Bhagavad Gita, Krishna explains about the divine and demoniac in the 16th chapter. He very elaborately explains about these two natures. В Бхагавад-гите Кришна подробно описывает эти две природы. So, in Kali Yuga, the problem is that the divine and demoniac nature, they coexist in the same person. В Кали-югу проблема в том, что божественная и демоническая природа пребывает одновременно в одном человеке. But in previous yugas, at least we had good distinction, saying that this is divine and this is demoniac. Но в предыдущих югах, по крайней мере, было ясное различие, то, что вот это демоническое, а это божественное. Like for example, in these two verses, we know that Kamsa is demoniac. Как, например, в этих двух стихах мы знаем, Камса, он демонический.
and Devaki is divine. а Деваки божественная. So Kamsa is simply worried about his self-interest. Камса заинтересован только в своем благополучии. So because of his self-interest, he wants to do whatever he wants to do. И из-за того, что он заинтересован на самом себе, он делает то, что хочет. So Prabhupada actually explains this demoniac nature very well in the purport. And then he says the demons, they're just worried about one thing, which is their self-interest. И Шрила Прабхупада очень хорошо объясняет демоническую природу в комментарии. Он говорит то, что демонов интересует всего лишь одна вещь – их собственное благополучие. So before I came to Krishna consciousness, I used to see movies in India. До того, как я пришел в сознание Кришны, я смотрел фильмы в Индии. Because in India, seeing movies is a big pastime, and people are expert in wasting their time seeing movies. Потому что смотреть фильмы в Индии – это большое дело, и люди совершенно знают, как тратить свое время впустую. They spend crores of money making movies, and they spend crores of money seeing those movies. Люди тратят огромные деньги на то, чтобы снимать эти фильмы, и не менее огромные деньги на то, чтобы смотреть их. So sometime in the movie, there is some very intense scene where the person is very sick or is going to die. И иногда вот в фильмах встречается подобная сцена, когда человек очень болен или при смерти. And then the doctor comes and then says, I have tried everything, but now everything is in God's hands. И затем приходит доктор и говорит, я попытался сделать все, что возможно, но теперь все в руках Бога. A stupid fellow doesn't understand that it was never in his hand. Everything is always in God's hand. Но на самом деле не было никогда никакого момента, то, что что-то было в наших руках. Все всегда пребывает в руках Бога. Living or dying is always in God's hand. It is not in doctor's hand. It is not in our own hand. It is not in anybody's hand. It is in the hands of God, that whether we live or we will die. Наша жизнь, она постоянно пребывает в руках Бога. Ни доктора, ни в наших руках. Это от Него зависит, когда мы умрем. The understanding of this is clearly the distinction between divine and demoniac. И понимание этого является ясной разницей между божественной и демонической природой. Those who have divine nature, they accept control of God at all times. Те, кто имеет божественную природу, они воспринимают управление, контроль Господа постоянно. Those who are demoniac in nature, they think that most of the time they are in control. А те, кто имеет демоническую природу, они думают в большинстве времени то, что у них все под контролем. And when they are overpowered, then they speak a lot of philosophy. They speak about time. They speak about the nature of the material world. So much of philosophy they speak. И когда у них еще больше могущества, они начинают всякую разную философию говорить о природе времени, природе этого мира и так далее. Like in Bhagavatam, there's a whole chapter where Hiranyakashipu speaks philosophy. Как, например, в Бхагаватам есть целая глава, где Хираньякашипу говорит о философии. So when Hiranyaksha dies, then all the relatives of Hiranyaksha, Hiranyaksha is his brother, so they are also his relatives. They are all lamenting. Когда Хираньякша умирает, то все родственники Хираньякша, Хираньякша был его брат, и посему они также его родственники, они все горюют. So then Hiranyakashipu speaks nice philosophy. И затем Хираньякашипу повествует хорошую философию. He says that, see, everybody is subject to time. Он говорит, заметьте, все находятся под управлением времени. Whoever is born is supposed to die. Тот, кто родится, должен умереть. So this body will change. Тело будет меняться. All philosophy he speaks. Всю философию он говорит. But after speaking all that philosophy, he goes back to his original position. He's saying, I will kill Hari. Но после того, как он заявил всю эту прекрасную философию, он возвращается в свое первоначальное положение и говорит, я убью Хари. So like this, the demons are sometimes very expert in speaking philosophy. Таким образом, демоны часто являются экспертами в повествовании философии. They are very expert in Vedic literature and scripture. Они эксперты в ведической философии и литературе. But their very nature, it stops them from surrendering to the Supreme Personality of Godhead. Но их собственная природа останавливает их от того, чтобы предаться Верховной Личности Богу. And because they cannot surrender to the Supreme Personality of Godhead, then they think that there is the only thing I have to surrender to is time.
И так как они не могут предаться Верховной Личности Бога, они думают, то, что единственная вещь, которой я могу предаться, это время. Like there is a nice description of fight between Indra and Bali. Как есть очень хорошее описание битвы между Индра и Бали. So after the churning of the milk ocean, and Mohini Murti comes and distributes all the nectar to the demigods, and the demons are cheated, then there's a big fight between demigods and demons. После пахтания Молочного океана, когда является Махини Мурти и раздает нектар полубогам, а демонов обманывает, то между полубогами и демонами происходит большая битва. The demons are extremely angry with the demigods because they have been cheated. Демоны чрезвычайно разгневаны на полубогов, потому что их обманули. And Bali is the commander-in-chief of the demons. А Бали являлся генералом армии демонов. At one stage, he actually unleashes a great force of Asuramaya. В какой-то момент он выпускает огромную силу Асурамайи. And the Asuramaya is so strong that even though the demigods, they have just tasted nectar, they cannot just withstand the force of that Asuramaya. И могущество Асурамайи настолько сильное, то что несмотря на то, что полубоги только что приняли этот нектар, они не способны противостоять Асурамайи. Then they surrender to the Supreme Personality of Godhead. The Lord appears with 8 arms and multiple weapons, and he sends the Sudarshana, which actually removes the entire Asuramaya. И они предаются Богу, начинают молиться, и Господь проявляется в восьмирукой форме, пускает Сударшана-чакру, которая убирает Асурамаю. So then after that, again the fight continues. И после этого опять битва продолжается. So then again Bali and Indra, they face each other. И опять, то есть Бали и Индра становятся лицом к лицу. So at that time, Indra makes fun of Bali. He's saying that, hey, you think that you can cheat us by Maya? We are the master of all your Maya. И в тот момент Индра начинает смехаться над Бали. Он говорит, ты думаешь, что ты можешь обмануть нас своей Майей? Мы правители Майи. So Bali brings a very sober reply. И Бали очень кратко и серьезно отвечает. He says that by time, sometimes you become powerful. By time, sometimes we become powerful. It's all a matter of time. And time decides that who wins and who loses. Don't talk too much. И он говорит то, что за счет времени мы иногда становимся могущественными, а иногда нет. И вообще это время решает. So then Indra keeps quiet because whatever Bali said was reasonable. И то, что Бали сказал, было достаточно ясно и понятно для Индры. So many times we can see the demons of the modern world also, they simply blame time. И мы можем видеть то, что в этом мире демонические личности, они постоянно ропчат на время. But what they fail to understand is that time is simply the impersonal representation of the Supreme Personality of Godhead. Но что они не понимают, то что время является имперсональным проявлением Верховной Личности Бога. They simply think that, especially modern scientists, they think that time is just an independent moving way to measure activities over a scale. Материалистичные ученые, современные ученые, они думают, что просто время — это просто независимая такая структура, которая используется для измерения. They only see it as a convenient way of measurement to understand activity or inertia, but they don't actually understand that the whole inertia is pushed by time. Они рассматривают время как просто удобный способ измерения деятельности или бездействия, но они не понимают, что даже бездействие, оно толкается временем. So in Bhagavatam, third canto, in chapters 10 and 11, the philosophy of time is very nicely explained, where we understand that time actually pushes the Shadviharas, the 6 type of changes, continuously in this material world. И в Бхагаватам в 3 песне, в 10-11 главе очень хорошо воздействие времени объясняется. Там говорится то, что время подталкивает все 6 видов деятельности этого мира.
So modern demons, they are very fond of talking about something called as time management. Современные демоны, им очень нравится говорить о менеджменте времени. So they say that we have to become expert in time management. И они говорят, что мы должны стать совершенными в управлении временем. And then they have this standard technique where they divide the activities into 4 quadrants. They say urgent and important, important but not urgent, then not urgent, not important, and then not important but urgent. И то есть они затем делят эту деятельность на 4 категории. То есть будет важное и срочное, затем важное, но не срочное, затем срочное, но не важное и неважное. Anybody who knows basics of time management, they would have actually seen this 4 quadrant, and many times it is commonly taught that this is how time is managed. Все, кто разбираются в правильном задействии времени, они знают, что время делится на эти 4 четверти и как правильно свой день задействовать. But what these people fail to understand is that we cannot manage time. Time manages us. Но что эти люди не понимают, это то, что мы не можем управлять временем, а время управляет нами. That the whole concept of time management is bogus. Вся концепция управления временем – это чепуха. You cannot manage time. Вы не можете управлять временем. You cannot manage something which you cannot control. Вы не можете управлять чем-то, что не в ваших руках. So what you can control is what you can manage. То, что находится под вашим управлением, именно это вы можете контролировать. This is a basic lesson of management. Это простая основа менеджмента. So time cannot be controlled by us. И, конечно же, мы не можем контролировать время. So how can we manage time? Как же мы можем им управлять? We can only manage our desires. Мы можем только контролировать и управлять свои желания. That's what we can do. Это то, что мы можем. That is the Vedic concept of time management. Это ведический концепт менеджмента времени. That Vedic concept of time management simply teaches us how to manage our desires properly. Ведическая концепция управления времени обучает нас том, как управлять своими желаниями правильно. And for that reason, in the Vedic concept, the activities of human being is divided into 3 categories. И по этой причине в ведической концепции деятельность человеческого существа делится на 3 категории. There is a daily activity, Есть ежедневная деятельность, there is emergency activity, есть что-то чрезвычайное, and there is desired activity. и есть желание. So daily activity you cannot avoid, you have to do daily. Повседневную деятельность вы не можете избегать, вам приходится. Like you have to get up early in the morning daily. Например, проснуться рано утром, поесть. You have to maintain your body daily. You have to maintain your body daily, which means take bath, go to bathroom, etc. Вам нужно поддерживать свое тело ежедневно, омовение и так далее. Every day you have to chant 16 rounds. Каждый день нужно повторять 16 кругов. Every day you have to follow 4 regulative principles. Каждый день следовать 4 принципам. So all these different things that every day one has to do, one cannot avoid. Такие разные вещи, которые личность должна исполнять каждый день, и невозможно их избежать. So these are called daily activities, and they take their own time. Like chanting takes, let's say, 2 hours. Every day you have to spend 2 hours in chanting. То есть эта ежедневная деятельность, она берет наше время каждый день. Как, например, воспевание ежедневно будет занимать примерно 2 часа. So like this, out of the 24 hours, some amount of time is simply occupied by daily activities, including eating, sleeping, defending, etc. И таким образом из этих 24 часов определенное количество времени ежедневно будет занято повседневной деятельностью, как сон, еда и так далее. Then there are emergency activities that the reason for doing that activity becomes, when that reason appears, then you have to do that activity. You cannot avoid doing that activity. И затем есть какая-то чрезвычайная деятельность, когда вдруг ни с того ни с сего проявляется определенная причина, и вы не можете избежать этой деятельности. It's called emergency activity. Чрезвычайная деятельность. For example, when Ekadashi comes, then you have to fast. Как, например, Экадаши приходит, вы должны поститься. The appearance of Ekadashi makes fasting mandatory on that day. Проявление Экадаши делает пост обязательным в этот день. You cannot say that, okay, today is Ekadashi, but I am not in the mood to fast, I will fast tomorrow. Вы не можете сказать, что сегодня Экадаши, но у меня нет настроения поститься, попощусь завтра.
No, next day, Dwadasi, you have to break the fast. Не, на следующий день Двадаши вы должны прервать пост. So, like this is called emergency activity. When the reason for performing that activity appears, you have to do it. You cannot stop it. Таким образом, это называется чрезвычайная деятельность. Когда причина для исполнения этой деятельности проявляется, вы должны это исполнять, вы не можете остановить. Like when a child is born, you have to give a name to the child. Как, например, когда ребенок рождается, нужно дать ему имя. You cannot say, I'll name the child after 10 years. Вы не можете сказать, что дам ему имя через лет 10. So it becomes emergency activity. You have to name the child when the child is born. То есть чрезвычайная деятельность. Вы должны дать имя ребенку тогда, когда он родился. So this way, emergency activities are also not avoidable. Таким образом, чрезвычайная деятельность ее также не избежать. So they also take some time. Они также берут определенное время. So then there's a third activity which is called as desired activity. А третья деятельность – это деятельность желаний. So the desired activity can be performed according to Shastra or it can be avoided according to Shastra. И деятельность желаний можно исполнять в соответствии с шастрами или же избегать в соответствии с шастрами. It's a choice. Это выбор. It's not that you are forced to do it. Не то, что вас заставляют это делать. But when one performs one desired activity, then the very fact that one does a desired activity, it comes with its own daily activities and emergency activities and desired activities. Но когда личность исполняет какую-то желаемую деятельность, то этот сам факт исполнения этой деятельности приносит определенную чрезвычайную деятельность, определенную повседневную деятельность и еще какую-то желаемую деятельность. So then, the more desired activity one performs, the more it occupies time in daily life. Таким образом, чем больше личность задействует себя в исполнении желаемой деятельности, тем больше времени приходится использовать на это. For example, there is no Vedic injunction to own an iPhone. Например, нету ведического предписания иметь iPhone. So, but there is no Vedic injunction against owning an iPhone. Но при этом нету запрета в ведах на то, чтобы иметь iPhone. If you want, you can have it. Если хотите, можете. But if you want to have it, you have to work like a donkey. Но если вы хотите иметь его, то вы должны трудиться как осел. Because iPhone is very expensive. Потому что iPhone очень дорогой. So you have to earn so much of money. Вам нужно столько денег заработать. And after earning so much of money, you should have enough sufficient extra money so that you can buy an iPhone. И после того, как вы зарабатываете большую сумму денег, у вас должны быть лишние деньги, чтобы вы могли на них купить iPhone. But iPhone is a status symbol. iPhone is a status symbol. iPhone является символом статуса. So if you have an iPhone, then you cannot, let us say, have a torn chapel. И если вы имеете iPhone, то у вас не может быть компьютер другой. So just because you have an iPhone, then you should wear a designer chapel. И вы также должны иметь хорошую обувь. So you have to become double donkey to buy designer chapel. Поэтому еще нужно трудиться как осел, чтобы еще денег заработать. So like this, even though there is nothing which restricts one from doing a desired activity, the very fact that a person takes up desired activity forces him to do so much of work that it occupies time in life. Таким образом, если личность выбирает исполнение деятельности ради желаний, то таким образом ему приходится задействовать столько еще дополнительного времени, связанным с этим. So Vedic lifestyle, it advises us that do minimum desired activity. Поэтому ведический стиль жизни советует нам, чтобы мы по минимуму задействовали себя в деятельности ради желаний. Or completely give up desired activity. Или полностью отказаться от нее. Kamyanam karmanam nyasam sannyasam kavayo viduhu. Krishna says in Bhagavad Gita that giving up desired activities is called as sannyasa by learned people. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, что оставить деятельность ради плодов, это является правильной деятельностью, называется саньяса. But the nature of demons is that they're expert in expanding the desired activities more and more.
Но природа демонов такова, то, что они являются экспертами в том, как расширять деятельность ради желаний все больше, больше и больше. This is called demoniac life. Это и называется демоническая жизнь. Kriya Vishesha Bahulam Bhogaiswarya Gatim Prati. Krishna says in Bhagavad Gita that they are so expert in creating elaborate activities that they think that Bhoga and Aishwarya is simply the aim of life. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, то, что они просто эксперты в том, чтобы создавать подобную деятельность, и они думают, то, что Бога Ишварья является целью жизни. And in the process of complicating human life so much in these activities of satisfying one's desire, they become completely devoid of compassion. И в процессе осложнения человеческой жизни, когда они удовлетворяют свои желания, они полностью избавляются от сострадания. They themselves become like machines and they want to make people also like machines. Они сами становятся как машины, как роботы, и хотят других людей такими же сделать. Like when I was working in Dubai, at one point of time, when all this recession started, then I was talking to our suppliers in America who had laid off about, I think about 4,000 or 5,000 workers from their factory. И какое-то время назад, когда я работал в Дубае и начались определенные ограничения, санкции, то я связался со своими поставщиками в Америке, и они сказали, то, что только что уволили 4000 работников. So that person was saying that these workers, they have to be retrained so that they can get some other job. И их нужно было вообще, то есть этих работников заново переучивать, чтобы они могли исполнять другую работу. I said they are factory workers, they know how to work in factory, why they should be retrained? А я сказал, ну они же работники на фабрике, что вот им переучивать, они и так все знают. Then he told me, oh, you don't understand that there is a worker who has been fixing one nut in a machine for about 10 years. He just knows how to fix that one nut. И, то есть, он сказал, нет, ты не понимаешь, то есть был определенный работник, он на протяжении 10 лет знал, как закрутить определенный винтик в определенной машине, и это то, что он знает. So for 10 years, he has been doing 8-hour shift, just fixing one nut, tong, 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 like this. И то есть на протяжении 10 лет, по 8 часов в день, он то есть следил и то есть ремонтировал вот эту определенную секцию, винтик. So throughout his life, he knows how to fix that one nut, that's it. И то есть в течение своей всей жизни он знает, как отремонтировать вот один единственный узел, и все. So in the process, instead of human being, he became a nut. И то есть в процессе этой человеческой жизни он сам стал как винтик. So this is what demoniac civilization has done to human life. И вот что сделала демоническая цивилизация к человеку. And then, when things go out of control, then they start blaming time, then they start blaming different factors, then they start blaming market forces or whatever it is. И когда вещи выходят из-под контроля, они начинают винить в этом время, или же рынок, или еще что-то. But devotees, they fully understand the value of simple living and high thinking. Но преданные понимают ценность простой жизни и возвышенного мышления. Because simply by accepting simple living and high thinking, we can properly understand what human life is meant for. Потому что просто приняв простую жизнь и возвышенное мышление, мы сможем понять, для чего предназначена человеческая жизнь. That is why simplifying life is so important in Krishna consciousness. Вот почему упрощение жизни настолько важно в сознании Кришны. We cannot have a complicated lifestyle and Krishna consciousness going together. Мы не можем иметь запутанный стиль жизни и сознание Кришны вместе. They don't fit with each other. Они не подходят друг к другу. The very nature of Krishna consciousness is simple living and high thinking. Сама природа сознания Кришны в простой жизни и возвышенном мышлении. Because simple living and high thinking means reducing desired duties as much as possible. Потому что простая жизнь и возвышенное мышление означает то, что мы должны уменьшать желаемую деятельность, насколько это возможно. So when we are able to reduce
desired duties as much as possible, then we can have enough time left in our life to pursue Krishna conscious goals. Поэтому, когда мы уменьшаем эту же желаемые обязанности, насколько это возможно, то тогда у нас, получается, мы имеем больше времени для практики сознания Кришны. Otherwise, we will always be short of time. В противном случае вам постоянно будет не хватать времени. We will always think that we are busy. Мы будем постоянно думать, что мы заняты. In my native language, in Tamil, there is a saying that the dog, it does not have time, but it also does not have any work. Как у меня на моем языке, на тамиле, есть поговорка, то, что у собака не имеет времени, но при этом она и ничем и не занята. Because whenever you see dogs in Mayapur, you can see they are always busy. Потому что когда вы посмотрите на собак здесь, в Майяпуре, вы заметите, то, что они постоянно чем-то заняты. They are running here and there. Они бегают туда-сюда. Sometimes they are engaged in a very ferocious fight. Иногда они задействованы в каких-то больших драках, битвах. Sometimes they want to please different masters and go running behind them, thinking that I can get a piece of cake. Иногда они хотят удовлетворить различных господинов, бегают за ними и ожидают, что кусочек пирожка им перепадет. Sometimes they become friendly with other dog and then they play with the other dog. Иногда они дружат с другой собакой, играются с ней. Overall, they have a very busy life. То есть, по сути, у них очень занятая жизнь, все занято. Of course, to be a dog in Holy Dham is also a great good fortune. Конечно же, быть собакой в Святой Дхаме – это очень большая удача. But I was talking about dogs which are outside Holy Dham. Но давайте поговорим о собаках, которые за пределами Святой Дхамы. Sometimes, always they are busy. Они постоянно чем-то заняты. But what is the purpose of their life? Но какова цель их жизни? Absolutely zero purpose. Полностью ноль цели. Modern world or the demoniac lifestyle also makes human being like a dog. Современный мир или демонический стиль жизни делает человека таким же, как собака. So then people don't have time for Krishna consciousness. И затем люди не имеют времени на сознание Кришны. So Bhagavatam says, Swavit varahostra karair, samstuta purusha pashu, nayat karna patopeto, jato nama gadagrajaha. That there are 4 types of human beings which resemble 4 types of animals. И Бхагаватам говорит, что существует 4 типа человеческих существ, которые приравниваются к 4 типам животных. Human beings like dogs. Есть люди, которые как собаки. Human beings like hogs. Ox? Hogs. Есть другие люди, как свиньи. Human being like asses. Есть другие люди, как ослы. And human being like camels. И другие, как верблюды. And all of them have one thing in common. И у них у всех одна общая вещь. They don't have time for Krishna consciousness. У них нет времени на сознание Кришны. And Caitanya-Mahaprabhu appeared simply to give them Krishna consciousness forcefully. И Чайтанья-Махапрабху явился просто ради того, чтобы насильно дать им сознание Кришны. That's why Advaita Acharya called him. He saw this whole Kali Yuga is filled with dogs, hogs, camels and asses. Then Chaitanya Mahaprabhu appeared. He said, okay, I will come and I will give Krishna consciousness to all of them. Вот почему Адвайта Ачарья взывал к нему, потому что он увидел то, что Кали-юга переполнена собаками, свиньями, верблюдами, ослами, и затем Чайтанья Махапрабху явился. So that's what I was saying in the beginning of the lecture, that in Kali Yuga, divine and demoniac nature are so mixed within a person that it's very difficult to find out whether the person is divine or demoniac. Как я в начале лекции сказал, то, что в Кали-югу божественная и демоническая природа настолько смешаны в одной личности, то, что иногда тяжело понять, божественная ли эта личность или нет. So the only remedy or only medicine in Kali Yuga is the medicine which is given by Chaitanya Mahaprabhu, which is chanting the holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Единственное лекарство в Кали-югу – это воспевание, которое дал Господь Чайтанья Махапрабху. So when we take that medicine along with the recommendation of simple living and high thinking by Srila Prabhupada, then there is some hope for all of us. Поэтому, когда мы принимаем эту рекомендацию
когда мы принимаем это лекарство и также следуем рекомендациям, которые дает нам Шрила Прабхупада по поводу простой жизни и возвышенного мышления, то тогда есть какая-то надежда для нас. Okay, let's stop here. See the questions, comments. Остановимся здесь. Вопросы, комментарии. Yeah. Give it to her. Hare Krishna Prabhu, thank you for the wonderful class. So I wanted to ask, like I was hearing Srila Prabhupada lecture where he was saying that Brahmanas, Kshatriyas and Vaisyas, they don't accept salary. Only Sudras, they accept salary. And there Prabhupada was emphasizing that how Brahmanas, they will accept charity and whatever extra he will have, he will give in charity. And I also heard the 6 activities a Brahmana performed. So my question is that, like, when as a girl, because Prabhupada has said that girl has to enter into Grihastha life. So I have seen that I always feel very inspired whenever I hear about the Brahmanical qualities. And as a girl, when I was talking to my senior, my expectation for a spouse, I was like expressing my desire that I would like to have a person who will be in a Brahmanical qualities. But when I told that it is not very important for me that how much he is earning, as long as he can maintain a grihastha life, like as simple as possible, then I have been told that I'm very impractical. But I also don't want to have a husband who is so busy who earn money that he doesn't have time 2 hours to chant and to chant the holy name. He doesn't have time at least 1 hour to read Srila Prabhupada book or go to temple render service. So I think you should allow him to translate because it's just going on and on. I don't know if he can. Okay. You got the essence of it? Yeah. Just translate the essence of it. Yeah. То есть Прабхупада также говорит то, что брахманы не должны получать зарплату, и то есть должны просто действовать за пожертвования. Но вопрос в том, то, что если, допустим, искать мужа, и он будет с брахманической природой и будет этому следовать, то тогда, в принципе, и жить будет трудно. Но при этом, если, например, найти мужа, который не имеет брахманическую природу и будет постоянно заботиться о деньгах, ну ладно, будут деньги, но тогда он и джапу не будет повторять, и духовности дома не будет. So my question is that, in this age, everybody born as a Sudra. So how much I have to give importance that, okay, a person may be in a Brahmanical quality, but he also has to think to that extent that I have to earn money. Because from Prabhupada lecture, I understood that Brahmana doesn't work for salary, but he perform the 6 activities, like he worship the Lord, he teach others how to worship, he read scripture, he teach others how to read scripture, he accepts charity and he give in charity. То есть сейчас в Кали-югу все шудры, но при этом мы также слышим о том, что брахманы они не должны работать за зарплату и должны заниматься 6 видами деятельности, это в том числе обучать, давать пожертвования и так далее. Okay. So I'll not give a specific answer, I'll give a generic answer. Я дам прямой ответ. Prabhupada said to be a Brahmana is very difficult. Прабхупада сказал, быть брахманом очень сложно. And Prabhupada made that comment on a very specific context. И он это заявил в определенном контексте. I don't know the location. I don't remember the location. One day, in one of the temples, Mangalarti was delayed by 1 minute. И я не помню, в каком месте это произошло, но в одном из храмов какой-то день Мангаларати опоздала на 1 минуту. So instead of 4:30, the conch was blown on 4:31. За место 4:30 раковину продудили в 4:31. And Prabhupada said to be a Brahmana is very difficult. И Прабхупада сказал, быть брахманом очень трудно. This is what it means to be a Brahmana. Вот что означает быть брахманом. So to be a Brahmana's wife is also very difficult. Поэтому и быть супругой брахмана тоже трудно. Because to be a Brahmana's wife means not to expect that the Brahmana will earn enough to maintain a simple grihastha life.
И быть супругой брахмана, это означает то, что вы не должны ожидать то, что брахман будет зарабатывать достаточно для того, чтобы поддерживать простую жизнь грехастхи. When Drona, when Kripi was married to Drona, Kripi gave birth to Aswatthama. What was her name? Kripi. Крипи. Когда Крипи вышла замуж за Дрону, то она дала рождение Ашватхаме. So she had no bodily strength to actually feed the child milk. И у нее не было силы в теле, чтобы накормить своего ребенка молоком. And he did not have cow. И у них не было коровы. So Aswatthama never knew what is milk. И поэтому Ашватхама никогда не знал, что такое молоко. So his friends, just to tease him, put some rice powder into water and then gave it to him and then told him, this is milk, drink it. И его друзья, просто чтобы подсмеяться над ним, они смешали рис с водой, получилась такая рисовая вода беленькая, и они дали ему и сказали, вот молоко, пей. So then Aswatthama, as a small child, he drank that white liquid and then he was shouting with joy that I drank milk, I drank milk. И затем, когда он был маленьким ребенком, Ашватхама выпил эту рисовую воду и с радостью кричал, я попил молока, попил молока. So this is called being Brahmana's wife. Это и называется быть супругой брахмана. Sudama Brahmana, Брахман Судама, he had so many children, у него было столько детей, but the situation of his house is that whenever the cat in that area wants to sleep, it will come and sleep in his wooden stove. и положение в его доме было таково, то, что если какая-то кошка в районе хотела спать, то она приходила и спала у него дома. Because fire was never burning there, so cat found it a nice resting place. И она спала у него в доме именно на кухне, в том месте, где должны разжигать огонь. Почему она там спала? Потому что там никогда не было огня. So in spite of that, Sudama Vipra had many children and his wife was the mother of all the children. И несмотря на это, у Судамы было очень много детей, и, естественно, его супруга была матерью этих детей. She did not tell him that, hey, fellow, you cannot even maintain one child. How come you are having so many children with me? И она не могла сказать ему, эй, парень, ты не можешь поддержать даже одного ребенка, а почему тогда у тебя столько детей со мной? So to be Brahmana is very difficult. Быть брахманом очень трудно. To be a Brahmana's wife is even more difficult. А быть супругой брахмана еще труднее. Because she not only should have the Brahminical quality, Потому что она должна иметь не только брахманические качества, but she should accept whatever the Brahminical husband is as he is. но помимо этого она также должна принять, каким бы ни был ее брахманический муж, такой он и есть, Without making any demand on him. без каких-либо требований от него. So if someone has that kind of mentality, then that person can think that I can become Brahmana's wife. Поэтому если личность имеет подобное умонастроение, то тогда она может задуматься о том, чтобы стать супругой брахмана. So then everybody should decide individually that can I be a Brahmana's wife or I cannot be a Brahmana's wife. Поэтому все должны индивидуально решить, могу ли я быть женой брахмана или нет. So like everyone aspires for something like, children, when you ask 90% of the children that all of them will have this aspiration to become a pilot. Pilot. И у всех, то есть определенные стремления. Даже вот у детей, когда вы спросите у них, кем вы хотите быть, и вам маленький ребенок в 90% случаев скажет, пилотом. But how many of them become pilot? Но сколько из них становятся пилотами? So like that, everybody can have aspiration to become Brahmana's wife. Подобным образом у всех могут быть стремления, пожелания стать женой брахмана. But if someone is determined that I can be a Brahmana's wife, then it's fine. Но если кто-то целеустремленен, то что я смогу быть женой брахмана, то хорошо. But that's why, in Kali Yuga, you simply chant Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then Prabhupada gave a gradual process that you engage your propensities in Krishna consciousness. And then by engaging your propensities in Krishna consciousness, over time you get purified.
И вот почему в Кали-югу нам дан процесс воспевания. И Шрила Прабхупада также говорит, то, что мы должны свои тенденции задействовать в сознании Кришны, и со временем мы очистимся. Doesn't mean that somebody cannot be Brahmana's wife. Означает ли это то, что кто-то не может быть супругой Брахмана? Just, they should clearly understand what they're getting into. Они просто должны ясно понимать, во что они ввязываются. Not that someone thinks that I can be Brahmana's wife, but my husband should earn that little bit which is required for Grihastha life. Не то, что кто-то думает, то, что да, я могу быть женой Брахмана, но при этом мой муж должен зарабатывать, чуток, чтобы было достаточно для жизни грехастхи. That means you're not fit to be Brahmana's wife. Это означает то, что вы не подходящий для того, чтобы быть супругой Брахмана. The moment someone starts expecting that my husband should earn a little bit, В тот момент, когда кто-то начинает ожидать то, что мой муж должен зарабатывать чуть больше, and for somebody little bit maybe $100, для кого-то чуть больше, это может быть $100. or for somebody that little bit maybe just $100 billion. А для кого-то чуток это $100 миллионов. Just little bit, Чуток. just enough to maintain Grihastha life. Просто чтобы хватало поддерживать жизнь грехастхи. Just an island in somewhere off the coast of America, and just 2 planes, not more than that. Просто небольшой островок на побережье Америки, 2 самолета, не больше. Just a little bit, that's it. Немножко, все. Yeah? Another question? Yeah. Хари Кришна, спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, где грань у прабху между того, что он истинный браман, или прикрывается этими качествами, чтобы ничего не делать и удовлетворять свои чувства таким образом? Prabhu, Hare Krishna, thank you. Could you explain where would be the line between a person being actual Brahmana and a person covering himself as a Brahmana in order to cover his laziness? First of all, Brahmana cannot be lazy. Для начала, Брахман не может быть ленивым. He is just busy in his own activities. He is not lazy. Он занят своей деятельностью, но он не ленивый. So if a person is lazy and then he is calling himself a Brahmana, then there is nothing to cover there. И если человек ленивый, и он называет себя Брахманом, то там вообще нечего прикрывать. There is no covering there. Там нечего прикрывать. He is not a Brahmana, that's it. Он не Брахман, все. Brahmana is busy in activities of self-realization. Брахман, он занят деятельностью самореализации. So he has no time to spare for worldly things. У него нету лишнего времени на мирские вещи. So that's called Brahmana. Это называется Брахман. So where is the question of being lazy for a Brahmana? Там даже нету вопроса быть ленивым для Брахмана. Lazy means tamoguna. Ленивый значит тамагуна. So a Brahmana can never be lazy. Брахман никогда не сможет быть ленивым. In fact, Brahmanical lifestyle means that there is very less time for sleeping also. На самом деле, брахманический стиль жизни подразумевает то, что на самом деле также и мало времени для сна в том числе. Because you have to get up 2 o'clock in the morning, you have to do so many things, and then, life goes on like in appointed times, appointed things have to be done. This is Brahmanical lifestyle. То есть нужно просыпаться рано. Брахманический стиль жизни подразумевает то, что в определенное время определенные вещи нужно совершать, то есть все по распорядку. So Prabhupada seamlessly followed that kind of system. Like whichever time zone he goes, always in all time zones, he will do the same activity at the same time. И Прабхупада следовал этому. Куда бы, в какую временную зону он не перелетал, он все равно следовал расписанию. It's not that, no, I am coming from that time zone to this time zone, now I have a jet lag, so I have to sleep in the morning, I have to get up in the night, my body clock has to adjust. Nothing doing. Prabhupada just used to do everything exactly as he would do the same thing here, there, everywhere, he used to do the same thing. У Прабхупады не было подобного, то, что он перелетал из одного места в другое, и так как большая разница во времени, то он уставший, нужно, чтобы тело поднастроилось. Нет, он следовал расписанию. So his disciples used to have a hard time to catch up with him. И у его учеников были трудности с тем, чтобы успевать за ним. They were all young, he was the old man. Они все были молодые, а он был уже старый. It's called Brahmana. Это называется Брахман. So Brahmana can never be lazy. Брахман никогда не может быть ленивым.
Only thing, he is busy in activities which people who are materialistic cannot relate to. Единственное, это то, что он занят в деятельности, с которой не могут себя связать материалистичные люди. That's the only difference. Это разница. Another question? Еще вопрос? Okay. Granthraj Shrimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanande. Его Hare милость Krishna, Харилила Hare Krishna. прабху ки. Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.